Мы можем просто нажать правую кнопочку. What the fuck? Это сейчас кто ко мне пришел? Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать на продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем! Ох, друзья, что же было в прошлой серии? В прошлой серии было просто жесть. Наверное, это была самая информативная серия за всю историю моего канала, наверное, даже. Ведь мы начали изучать новый мод под названием Embers. Embers Rekindled, или как-то он так называется. Вот, если сейчас вот сюда, вот он. Вот, пожалуйста, этот Embers. Да, друзья, в прошлой серии мы начали заниматься вот таким вот крутым модом под названием Embers. Мы за все время прошлой серии успели сделать вот такое вот огромное... Ну, ладно, я очень громко сказал. Успели сделать вот такой вот маленький завод по производству того или иного материала. Так называемые золототивые слитки. В прошлой серии мы сделали 12 штучек, и я как сказал в прошлой серии, нам нужно создать 24 вроде были, 21, я уже, честно говоря, не помню, сколько нужно сделать нам. Вот, для алхимического сооружения вроде 21 слиток нам нужно, то есть еще 9. Да, я что сделал за серией? Вот у нас стоит 2 медных аккумулятора, я на них накинул приемники, ну это мы еще в прошлой серии успели сделать. И от каждого из этого приемника я поставил, вот как вы можете заметить, по 2 излучателя сюда и вот сюда. Эти 2 излучателя у нас делают что? Вот этот излучатель у нас направляет силу на смесительную центрифугу. Вот этот излучатель у нас идет на штамповочный пресс. А вот этих 2 идут, как вы понимаете, в нашу так называемую красивую печечку. Да, это все, что я успел сделать за серии. Вот такие вот у нас получаются результаты. Также у нас, кстати, здесь гоблин-торговец сидит. Он здесь торгуется на очень хорошие, кстати, на самом деле предметы. На удачу 4 и на эффективность 6. Но для этого нужна эффективность 5 и удача 3. В целом, я могу это сделать. Вы спросите меня, зачем? Для того, чтобы у меня была очень крутая кирка. Но есть очень большая вероятность того, что я этого не смогу делать. Потому что, смотри, допустим, у меня... Где мои книжки все? Книжки я их... вот книжка, да, условно, да? Дай мне осколки души. Показать вам просто. Если я закидываю книгу, здесь выпадает совершенно одинаковые зачарования. То есть я не смогу выбить, условно, ту же самую либо удачу, либо же, условно, ту же самую эффективность. Для этого мне нужно какой-то другой способ сделать. Но, увы, у меня этого способа нет. Также у меня вот в этом вот рюкзачке лежит по стаку меди, по стаку золота. Для того, чтобы я сейчас сделал дофига блоков, дофига этих блоков, и сделал золототивые слитки. Да, в этой серии мы планируем сделать что? В этой серии я планирую сделать как раз таки алхимическое вот это вот сооружение. Также попробовать пройтись по всяким остальным другим предметам по квестам. Вот, продвинутая транспортировка Эмбера. Вот в чем суть. Это продвинутые передатчики Эмбера, заменяющие привычные излучатели и приемники. Форсированный излучатель является улучшенной версией обычного излучателя. Он имеет больший буфер и транспортирует много энергии за раз. Однако его минус заключается в том, что часть Эмбера может исчезнуть на приеме из-за перегрузки приемника. Жолоб Эмбера является улучшенной версией приемника. Он может принимать Эмбер из нескольких источников и передавать его механизмы с повышенной скоростью. То есть, условно, да, мы будем ставить вот один излучатель вот сюда, и он с большей скоростью будет передавать нам энергию в медные аккумуляторы для того, чтобы у нас больше эмбера и быстрее вырабатывалось, и быстрее передавалось. Потому что сейчас, видите, он 15 тысяч. Но я не знаю, может этого и хватит, на самом деле, я точно не знаю. И что нам надо? Нам надо, чтобы наша система вот это вот заработала. Но у нас сейчас копится, да, у нас уже накопилась вся эмбер в печи. Да, нам нужно сейчас просто по факту закинуть. Точнее, нет, нам надо, знаешь, как сделать? Нам надо сейчас запустить вот этот эмбер, чтобы он пошел туда. И вот этот эмбер, чтобы он пошел... Он туда же идет? Туда же не надо идти. Мне надо вот сюда идти. Блин, подожди. Подожди. Вот так вот сделаю тогда. Вот так вот сделаю тогда. Вот, все, теперь все в порядке. У нас теперь приемника 2 идут на печи. Теперь мы закидываем, допустим, сюда медь. Сюда мы закидываем золото, и у нас начинается плавление материалов золота и меди соответственно. Эта медь и золото попадает в наш смеситель, который впоследствии делает расплавленный золотит. Вот у нас вон здесь. Вот отсюда мы его будем высаскивать. Вот отсюда соответственно,
наш депо, называемое. Только нам нужно сейчас взять экстрактор жидкости и поставить его, ну, я не знаю, как его так аккуратно поставить, так, чтобы он не пересекался с другими трубами. Блин, это, конечно, жесть. Давай поставим как-то... Куда я поставил? Ставим куда-то вот так, наверное. Да, и поверх него поставим сейчас трубу. Все, сразу, видишь, начал нам вырабатывать очень много золотита и очень много прессов, много руды. Я не знаю на самом деле сколько получится. Получится скорее всего очень много сейчас слитков. Но ничего страшного, нам эти слитки понадобятся 100%. Значит, что мы можем сделать с помощью золотита? Разделитель лучей. Это вспомогательный блок. Еще одно дополнение к способам передачи Эмбер. У разделителя есть 4 слота для Эмбера. 2 принимающих и 2 отдающих соответственно. Разделитель нужен для соединения энергии Эмбера в один поток из 2 мест для разделения энергии на 2 потока. То есть условно в него входит 2 потока из разных мест, и из этих 2 потоков условно будет превращаться в один все поток, если я правильно понял. Один поток из 2 мест, то есть перефразировать можно из 2 мест по одному потоку. И для разделения энергии на 2 потока. То есть условно у нас вот эта машина производит энергию, 2 машины, да? Производит Эмбер для 2 машин, условно. Мы можем как сделать? Мы можем напрямую подсоединить, а можем распределить это все. Мы можем подключить сюда вот этот вот распределитель, засунуть в медный аккумулятор условно, да, с 2 этих машин. Будет 2 потока передаваться в один поток, и уже с этого потока будут идти 2 потока соответственно, в другой механизм. Так мы сэкономим целых 2 слота сразу же. И в том числе мы сэкономим, наверное, Эмбер сэкономим как-то, я не знаю. Золотитовый бронежилет, это у нас просто отбрасывание. Ну, тут просто очень много нам надо Эмбера. Мощнецкий аккумулятор. Кристальный аккумулятор — это механизм, продвинутая версия медного аккумулятора. Он также, как и предшественник, может хранить в себе энергию, однако имеет существенную отличительную способность. Его можно улучшать, наполняя кристаллами Эмбера напрямую, в результате чего максимальная емкость аккумулятора будет нескончаемо А я это даже хочу сделать. Ты понял, что это имеется в виду? У нас будет просто фармиться по факту бесконечное количество Эмбера в одном лишь блоке. На это, если я правильно. И как раз для этого и нужен распределитель по факту, потому что если мы будем ставить по одному излучателю, это будет жопа. Потому что слотов будет очень много, очень быстро забиваться будут слоты, а так мы сможем спокойно взять, запустить сюда по факту сколько? Получается 1, 2, 3, 4... 8 выходов сможем. А так мы сможем сделать 4 всего лишь. Ну, точнее, нет, даже 6, потому что еще снизу можно. Но я не беру 6 по бокам только. Вот. Что еще мы можем сделать? Сифон Эмбера. Это улучшение для медного зарядника, что позволяет не заряжать предметы внутри, а наоборот разряжать их. То это, скорее всего, вот эти вот всякие предметы. Кстати, кирка 6. Даже она, скорее всего, получше. У нас уже стак накопился. Но можно сделать. Почему бы и нет? Можно сделать молот, топор... ну, условно, это кирка. Удобный, прочный, быстро ломает блоки, является одновременно киркой и лопатой. Эффективно ломает любые блоки, не оставляя предметов после них. Каждое действие ими будет тратить энергию Эмбера. То есть, как раз таки для того, чтобы вот это все делать, нам нужно сделать носитель огненного покрова, то есть медный зарядник, условно, сделать, чтобы он заряжался. Картридж и батарея. Я не понимаю, в чем их прикольчик. Не, ну можно что сделать? Я думаю, мы сделаем в этой серии это все. То есть, нам нужно сделать сначала это... уже можно сделать и так. Эмбера сколько? Тут у нас... у нас по фулу уже Эмбер. У нас уже Эмбер буквально не выходит. Сильно. Сколько у нас вообще жидкости? У нас в центрифуге 2372. У нас еще в трубах по 240. Короче, трансия будет порядочная, я так понимаю. А дальше что мы еще можем сделать? Можем взять мерцающие огни. Кристалл. Но не знаю, стоит ли его делать. Если это тратить просто энергию, не знаю, надо. Турвинг. Убийца брони. Это оружие, что наносит тем больше урона врагу, чем больше у него есть брони. Вот это интересная, кстати, тема. Но смотри, тут в любом случае нужно уже проводить вот эти вот так называемые алхимики. Планшет для взлома кодов. Это прибор, позволяющий более эффективно понимать и расшифровывать алхимические рецепты.
нужен. Достаточно просто положить в него свои алхимические отходы, щелкнуть ПКМ с планшетом, после чего появится краткая сводка о пятнах, использованных материалах, соответствующих материалам аспектов в данной попытке. То есть это... Подожди, это еще не со стопроцентным шансом мы сможем получить... Подожди, это мы еще не со стопроцентным шансом сможем получить материал, который мы хотим сделать. Энтропийный исчислитель. Алхимия на глазах. Это улучшение до стола обмена, что позволяет сделать погрешность в создании материалов через алхимию. Он предоставляет возможность каждому правильному аспекту, стоящему на неправильном месте, стать частью правильного рецепта. А за каждые 2 таких допускается 1 неправильный аспект. Энтропийный счетчик не собирает правильный рецепт, а просто позволяет завершить рецепт грубости. Ну я понял. Это, короче... Условно, если нам какого-то предмета не хватает, мы можем использовать с помощью вот этого вот счетчика, мы сможем использовать любой другой предмет, и он засчитает его как за правильный. Ну, короче, немножко читкоды, короче, использовать. Но я понял, в чем его суть. Окей, я понял. Что у нас тут по Эмберу? Эмбер у нас в порядке. У нас, кстати, никуда не выходит энергия, я заметил. Куда? А можно посмотреть как-то, куда она идет? Просто смотри, я смотрю, он не тратит. Все. Только нужно было сказать. Походу, где-то у нас закончилось. Ну да, у нас, во-первых, закончились здесь. Дерево закончилось. Ну ладно, погнали домой. Новая база. Как раз на улице дождь, можно поспать. Сейчас посмотрим, что нам жители будут строить. Потому что, скорее всего, начнется сейчас новый день. Что у нас по сезону? У нас сегодня еще и поздняя весна. То есть это условно у нас следующий день, это уже будет лето. Получается так. Значит, нам сейчас нужно будет создать 100%... что? Посмотрим, по квестам будем смотреть, что нам строить. Нам нужно будет сейчас сделать алхимическое вот это вот сооружение. Дом 2 из 3. А что ты его не 33%? Шахту лучше. Да, понял вас. Ну хорошо, давай тогда смотреть. Для создания алхимических вот этих вот сооружений нам надо что? Для алхимических пьедесталов нам нужно, получается, 6 пластин. Это у нас в целом есть такое. Далее нам нужно просто 6 слитков. Есть такое. Кристалл Эмбера. Все, окей, у нас все предметы есть, за исключением кристалла Эмбера. По факту мы можем, без разницы что, мы можем просто... кстати, и лезвия какие-то есть, видишь? Кстати, вообще, или нет разницы. Мы можем взять сейчас где-то, я не помню где. Во-первых, предметные трубы, вот эти вот излучатели нужно отсюда позабирать. Это вот 100%. Это нам нужно забрать. И я хотел взять ковш специально. Вот он у меня. Я хочу его просто поставить на карьер. Пусть он будет, я не знаю, чем он, конечно, сильно будет отличаться от просто обычного карьера. Но если он чем-то будет отличаться, то оно к тому и лучше. В целом, будет, по крайней мере, какой-то толк, ведь мы сможем улучшить свое производство Эмбера. Почему нет? Давай сюда закинем сейчас все дерево. И мы сейчас отсюда выключим передачу. Пусть у нас он копит сам по себе Эмбер, потому что нам сейчас он нужен для создания. И вот этот ковш можно поставить вот сюда, видишь? Вот, пожалуйста. Он говорил нам в квестах, что мы можем копать с помощью гравия, гнейса, нилия или снега. То есть, я не знаю, куда, правда, нужен этот гравий поставить, да? Точнее, гравий, да. Включить его в буровой установке, после чего установка сможет добывать ресурсы из гравия, гнейса, то есть, условно. Главное, чтобы лопасти касались нужного блока. Это условно вот эти лопасти. То есть, если я сейчас возьму, допустим, гравий, где бы взять? Вопрос, конечно, интересный. Вот гравий, допустим, 47 штук. Заходим в карьер, допустим, ставим вот так. Не знаю, вот так, вот. Не знаю, вот что это, медный аккумулятор здесь стоит. Это то, что я, кстати, хотел который я хотел поставить, но я его куда-то использовал. Я не знал, куда я его использовал, и вот он нашелся. Ну ладно, пусть будет. Все, гравий есть. Я не знаю, какой от него, конечно. Вопрос, как ты производишь, если у тебя экстрактор выключен. Как ты начал сейчас производить энергию? Нам просто смотри, нам нужно для создания здесь прям кристалл. Давай посмотрим, что он хочет. Вот, видишь, 3 бедрока. Лезвия должны касаться. То есть это условно снизу. Откуда у тебя идет мана? Не производится. Хорош. Смотри, у него мана пошла, как дай бог. Откуда? Все, пошли кристаллы, пошло все. Вот кристаллы пошли. Сколько нам надо? 3? Давай посчитаем, сколько в общей сумме надо. Тут нам не надо, тут еще 2. То есть нам нужно 5 кристаллов, получается. Да? Здесь 3, тут 1. Да, выходит, нам нужно 5 кристальчиков. 1 уже есть. Смотри просто в чем нюанс. Здесь написано, что должен касаться... Вот, видишь, бедрок 3. Я не знаю, что это значит. Типа, либо он
он хочет, чтобы условно 3 бедрока под ним стояло или как? Под ним 3 бедрока? Просто я без понятия на самом деле, что он от меня хочет. Но просто здесь такого места я тебе и не надыбаю, чтобы прям 3 блока тебя касались одновременно. Может это нужно настолько... Вот тут типа вот тут я могу поставить. Тут типа будет прям вообще... Ну давай рискнем. Типа, проверим мою теорию просто. Все равно в целом терять нам ничего страшного. Вот условно, да, эмберная буровая установка. Ставим ее вот сюда условно. Механическое ядро. Сюда условно ковшик. Давай, допустим, грави вот сюда подкинем. Далее вот отсюда у нас будут... Нет, не жидкостные, вот предметные. Только нужно поставить еще экстрактор. Вот он у нас стоит. Да, условно, вот экстрактор предметов сейчас идет отсюда. И вот отсюда. И стоит тут, получается... Нет, не сюда. Отсюда сюда у нас будет поступать как раз таки ресурсы. Вот эти вот. Мы сейчас условно возьмем сундучок, поставим его, да, допустим, куда-то вот сюда. И сделаем так, чтобы у нас предметная труба вот сюда шла. А вот отсюда как раз таки нам нужно выводить эмбер. Вот сюда. Вот сюда. И все. Да, по факту, вот сюда он будет заходить, да. А вот отсюда он будет, типа, условно, выход. Даже надо будет, походу, вот так вот поставить. Во, все, прекрасно. Экстрактор предметов сейчас мы поставим вот сюда. Вот сюда, получается, у нас будут заходить трубы. Только надо сейчас немножко света дать. Вот, все. Вот сюда мы просто сейчас запускаем работу. Да? В экстрактор предметов мы сразу же ставим рычажок, чтобы он выводил сразу же ресурсы вот сюда, вот сюда. Здесь у нас состояние выключено. То есть по факту экстрактор вот этот предметов не будет передавать в активатор эмбера кристаллы их. И по факту все. Да, по факту все. Мы здесь можем немножечко все вот так вот красивенько подделать, заделать, чтобы у нас было, так скажем, красиво. Да и в целом все готово. У нас теперь здесь будет карьер копать и будет, надеюсь, нам давать много ресурсов. Ну, я не знаю, если это действительно факт того, что он сейчас будет добывать нам действительно больше ресурсов, чем он добывал до этого, то это будет даже очень хорошо, ведь мы будем получать больше ресурсов. Нам по факту уже хватает на лучевую пушку. Ну да, нам по факту уже все. А у меня где-то тут верстак случаем есть? Случаем, так знаешь. Но если нет, то сейчас мы его тут быстренько по прикольчику соорудим. Вот так, чикс, чикс. Все, у нас есть ресурсы по факту на кристаллы. Точнее, не на кристаллы, а на что-то другое. Значит, смотри, мы по факту уже можем создать наших первых 3 магических пьедестала. Окей. Дальше нам нужно создать сейчас вот эту вот платформу. Только для этого очень много нужно каменита. А вот это может, кстати, даже быть большой проблемой, потому что каменита у меня не сильно много. Каменита у меня прям вообще не сильно много осталось. У меня буквально вот то, что я только что закинул в печке, вот то у меня и осталось по факту. Больше каменита у меня вообще. Потому то, что мне еще нужны, я уверен, смеси, вот эти вот каменитовые, для того, чтобы сделать пластину. Прикинь, какой нюансик у нас большой сейчас тогда получается. О, у нас на улице лето, солнце, жара начал. Ну окей, в целом мы ничего не теряем. Сейчас нам нужно пойти... Нет, знаешь, что мы сейчас сделаем? Посмотрим, что растет летом. Растет у нас, я уверен, пшеница, томаты, 100%. Томаты, кстати, даже сразу же иду таким вот образом. А что у нас еще растет? Тростник не будет расти у них там. Ну что, реально все? Свекла не растет, лен не растет. А что у них растет еще? Ну, пшеница и томаты, все это, все, что я смогу посадить летом. Ну, могу еще арбузы условно посадить. Тыквы у нас растут только осень, да, походу? Походу у нас будут работать у нас люди интересно сейчас. Значит, у нас тут будет расти пшеница. Здесь у нас тоже, получается, будет расти пшеница. Здесь у нас будет расти... Нет, не капуста. Здесь будет у нас расти томат. А здесь у нас будет расти арбуз. Все, готово. Сейчас только нужно будет подкинуть нашему жителю томата немножечко. Ну и пусть тебя еще будет. Ну а сюда, ладно, давай. Готово. Все, по факту они сейчас будут выращивать нам уже новую пищу. Для размышления. Подсолнухи еще можно выращивать. Вот эти вот. Да, видишь, семечко подсол. Блин, а на самом деле, я не знаю. Не, вообще надо, полезная штука. Можно вместо семян пшеницы посадить. Потому что полезная штука на самом деле. Подсолнуха, вот. Все, пусть тоже выращивается, потому что тема тоже очень нужная. Для создания эссенций природы. Она очень нужна, поэтому лучше создать. Кстати, нифига себе, что-то схавал. Прям. Ладно. Что у нас там в карьере? Накопилось ли... Ой, да накопилось еще и как. Накопилось очень даже хорошо. Смотри, каменит. Давай сюда. Нам там вроде бы
4 кирпича надо для создания платформы, да. И еще медная пластина, вообще не беда. И мы получаем платформу Эмбера. Отлично. Ну и осталось нам всего лишь вот это вот лучевая луч, который в целом у нас тоже готов. И у нас задание алхимическое сооружение выпал. 500 денег целый получаем, да? Вообще все квесты заберем. Пыль, магический мешочек, ветка жизни дерева. Кстати, на самом деле это полезная штука. Окей. Что нам надо с этой штукой делать? У нас вот есть крафт. Я честно, без понятия, как делать нам вот эти вот аспекты. Ну это пресс-форма слитка с помощью осколков кристалла. Ого! Ого! А вот это уже очень подожди. Вот это уже очень подожди. Вот это прям вообще, подожди. Значит, смотри, нам нужно... ну здесь не важно. Здесь либо свинец, либо медь. Здесь без разницы. Ну здесь должно быть, походу, 2 одинаковых и один какой-то раз. Скорее всего. То есть тут не имеет разницы. То есть вот медный аспект и свинцов. Это нам нужно расплавленный свинец в пресс-форму слитка. Нам нужно взять свинца, либо медь. Но хотя нам и то надо взять и свинец. Можно вообще сделать фига. И медь. Медь у меня и так. Все, по факту мы можем сейчас сделать просто кучу осколков вот этих вот. Да? Зачем надо мне осколки? Зачем я их брал вообще, по сути? Все, и мы, по сути, сейчас как мы делаем? Мы должны сейчас запустить... я не помню, какой-то из мы должны точно запустить. Вот этот пусть у нас работает. Нам, по сути, сейчас нужно что сделать? Нам нужно взять сейчас, зайти вот сюда... ну здесь у меня и так пластина, форма, то такое дело, ничего страшного. Нам нужно сейчас дождаться, пока у нас сделается весь золотит. Потом, даже не дождаться. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Да, мы сейчас сделаем вот так. Здесь выключим просто транспорт. Закинем сюда свинец и медь. Все, и пусть оно у нас уже начинает плавиться. Включим вот этих 2 рычага, чтобы, если что, на... плавильную печь оно передавалось. И все по факту. Нам нужно лишь дождаться, пока сделать и золотит. Пока у нас расплавится свинец, этот свинец пойдет вот сюда, и у нас будет делаться вот эти вот как аспекты. Нам нужно, смотри, залить сюда медь, закинуть, я так понимаю, вовнутрь осколки, и с помощью пресс-формы слитка будет делаться аспект, если я правильно. Ну, получается, скорее всего, да. Нагревательная катушка, это что? Механизм, заменяющий обычные печи, если у вас есть много энергии. Катушка требует энергию Эмбера за каждый переплавленный предмет, но основная ее особенность заключается в том, что в процессе работы механизм нагревается все больше и больше, ускоряя процесс и оставляя стоимость плавки неизменной. По установке и работе катушки на следующей странице. Я понял. Окей. Но это, я так предполагаю, делать не сильно нам надо. Делать. Все, у нас закончился делать наш золотит, по факту, да? Все, здесь пусто. Значит, смотри, что мы дальше делаем. Закидываем вовнутрь кусочки. Если я правильно, кусочки мы сейчас вовнутрь закидываем. Вот эти вот, у нас как раз тут уже 30 штучек есть. Вот, у нас свинца сейчас много. Мы сейчас берем, делаем вот так. У нас сюда должен заливаться... Нет, подожди, давай 15 штучек возьмем. Ну да, все правильно. Тык. Все, есть. И запускаем транспортировку Эмбера. Вот, все. Свинцовый аспект получим. И по факту он сейчас будет делать нам 15 штучек. Ну или даже, наверное, он даже, кстати, не всегда делает. А может потому, что у нас закончилась энергия вообще везде? Скорее всего, вот здесь энергия закончилась. Ты понял почему? Потому что я вот здесь 3 высасываю, а здесь только с одной стороны я высасываю. Вот я дури. Я тут весь разрядил полностью механизм. Сейчас, подожди, излучатель. Сейчас, пофиксим. Чикс. Вот, видишь? Энергия сразу же пошла, потому что напитывается у нас излучатель. Чикс. Все, энергия пошла. Во, видишь? Да, сейчас нам нужно ставить в АФК. Я просто не знаю, как ускорить этот пресс. Есть просто способов вообще никаких нету, как его можно ускорить. Паровой активатор. Продвинутая версия активатора Эмбера, кстати. Кристаллы Эмбера и также вода. Эффективность механизма выше активатора в 1,5 раза. Если разместить паровой активатор на металлическом блоке, вокруг которого есть достаточно горячих блоков, эффективность активатора будет повышена вплоть до 3х, то есть 3 раза, до 3 раз, в зависимости от типа блока. Ага. И можно еще сделать улучшение для любого механизма, создающего энергию Эмбера посредством создания пара из воды в процессе работ. Необходимо соединить паровой котел с механизмом, с боковых сторон котла подать воду, в нижний или верхний выкачивать пар.
Понял. То есть, условно, с боковых сторон у нас будет подаваться вода в котел, а сверху или снизу будет выкачиваться пар. Выкачанный пар может быть использован в других механизмах и разных рецептах. Пар невозможно хранить в резервуарах открытого типа. Однако стоит учесть, что при слишком большом напряжении котел может взорваться. При этом взрыв не заденет окружающее. То есть, условно, он просто перегреется и просто бах. Ничего страшного не произойдет, он просто взорвется сам по себе. Есть сифон. Это улучшение для медного зарядника, что позволяет не заряжать предметы внутри, а наоборот разряжать. Ну да, это я читал. Сколько может создаваться, мать его, свинец? Ну он уже все, в минус почти. Но у нас не все сделается, у нас же потому что сейчас... Но у меня слитки обратно возвращаются, видишь? Вот, у меня обратно слитки возвращаются, потому что у меня уже перебор пошел по слиткам, из-за этого он сейчас не в слитки все. Точнее, не хватает осколков, из-за этого он мне обратно в слитки переделал. Окей. Вот это что мне интересно, как его строить? Вообще я понять, как его... Может, это в книжечке есть, кстати, в этом кодексе, который, кстати, куда я делал вообще мне... Или, кстати, здесь написано, как он строится. Для начала поставьте стол обмена. Это вот этот вот, я так понимаю, да? Да. Посередине предполагаемого места постройки. А затем поставьте рядом 3 алхимических пьедестала. Стоит учесть, что в рецептах может понадобиться поставить больше пьедесталов. Теперь понадобится еще одна деталь. Лучевая пушка — это механизм, который по сути преобразует энергию эмбера в опасные лучи. Достаточно запитать ее эмбером, а когда она будет полностью заряжена, затем надо подать редстоун-сигнал, и пушка выстрелит лучом по прямой. Так как луч пушки состоит из эмбера, ее можно использовать как передачи эмбера в приемник или разделитель луча. Возвращаясь к сооружению, стоит отметить, что пушка является активирующим элементом структуры. Когда рецепт будет готов, достаточно лишь выстрелить ее в стол обмена, в слот, и процесс запустится. Теперь про сам рецепт. Положите центральный предмет, самый главный, на стол. Остальные предметы на пьедестал. На каждый рецепт, помимо ингредиента, понадобится аспект. Аспект — это предметы, которые создаются из определенного металла и его отражающие. Как и ингредиенты, разместите аспекты на пьедесталы. Количество каждого вида и их порядок зависит только от вас. Можете использовать один вид аспекта на каждый пьедестал или сделать все уникально. Естественно, все исследования... Окей, понял. Наконец, запустив процесс пушкой, вы увидите начало химического ритуала. Однако, рецепты не полны, поэтому вам необходимо будет их дополнить, причем каждый рецепт каждого предмета в разных мирах уникален. После окончания с вероятностью почти 100% нам выпадет алхимический отход. Возьмите его в руки и щелкните ПКМ. В чате выйдет надпись о том, что там обнаружены светлые или бледные пятна. Светлые пятна обозначают количество аспектов, которые стоят которые стоят на правильных местах, что по сути обозначает количество правильных совпадений. Бледные пятна обозначают количество аспектов, которые найдены в рецепте, но расположены не на правильных местах. Если пятен нет вообще, значит ни один аспект в рецепте не... Иногда может случиться такое, что в рецепте не используется какой-либо из указанных аспектов. В таком случае комбинация будет осуществляться без... Мамма мия, пармезан. Я этого все туда-сюда. Ой, как тяжко. Так, давай, выпускай, Кракен. Медь пошла, трубы к бою. Дай одну трубу. К бою. Нет, подожди. Медь мне не делай. Делай мне аспекты. Один кусочек меди выкинь. Все, медный аспект тоже пошел. Да, и вот, все, у нас создались аспекты. Теперь у нас создается слитки. Но слитки это не беда. Рука для размышлений. Действительно заставляет задуматься. Вот скажи мне, зачем мне это надо? У меня в инвентаре сейчас полный пипец. Вот зачем мне это? Пусть делается у нас система вся. Давай сейчас начнем здесь делать место под, я так предполагаю, под наши ритуалы. Скорее всего. Я не знаю, правда, чего ожидать нам и как нам ожидать, потому что я играю впервые, как я говорю в прошлой серии с этим модом. Поэтому я не знаю, что мне ожидать от этого мода сейчас. Но надеюсь, что будет все в порядке. Будем действовать по гайду, будем действовать как надо, правильным образом. Значит, смотри, по гайду. По центру пьедестал, по бокам вот эти вот типа химические... по центру стол обмена, по бокам алхимический пьедестал. Но, смотри... Для создания вот этого планшета... нам нужно как раз 3. Но смотри, аспекты нам нужно положить вовнутрь. Вот, видишь? Вот, а наверх ставится как раз предмет. А вот сюда аспект у нас ставится, окей. Далее лучевая пушка. На это условно мне нужно ее как-то поставить, типа... Вот так, наверное. Или сверху, допустим, даже. Наверное, даже сверху мне ее нужно поставить. Настолько сверху, вот так. И сверху, типа, даже приемник надо поставить. Вот, есть. Теперь нужно, чтобы какой-то из блоков у нас выводил энергию. Блин, у нас здесь мало эмбера, надо запускать производство. Давай, выводи. Давай, выводи, давай, заряжай. Излучитель. Вот у нас. Чикс. И сюда рычаг.
Раз и два. Все, мы должны сейчас запустить вот этот вот рычажок. И сейчас он по факту будет нам передавать вон аж туда наш Эмбер. И по факту у нас в целом все готово. Нам нужно лишь сюда тоже, кстати, рычаг поставить по факту. Вот, все, есть, подключился, кинь. И создавать рецепт, получается, да? Планшет. Нам нужно 2 архаичных кирпича, по центру пылька и каменитовая пластина. Ну, это все у меня вроде даже есть. Сейчас мы только поспим. Приготовься сегодня ночью чертовой налючки. Ага. Это мне, кстати, когда написала. О, так они уже тут тулят капитально. Они тут уже капитально тулят и разносят деревню. А где еще? Вот еще. Мразь. А где еще? Вон, вижу. Вроде все. Вроде никто не умер, вроде все в порядке, вроде бы никто ничего не потерял. Ну, вроде все. Ой, я что-то тебя лишнее отдал. Вроде все хорошо. Вроде все в порядке. Окей, давай смотреть. Нам нужно взять 2 архаичных кирпича. Это вот этих вот. И 1 каменитовую пластину. Вот эту. По факту все. Можем телепортироваться в карьер. Вот, у нас типа условная мана напиталась. Наверное. Ставим 2 кирпичика. Вот сюда у нас идет пластина. И нужно... Ух ты, ё-моё, сколько мне тут меди набралось. И нужно еще взять 1 целую пыльку. Давай сейчас мы выключим. У нас карьер работает? У нас карьер не работает. Почему? Теперь работает, теперь все в порядке. Он, по всей видимости, когда я телепортируюсь, не производит мне ничего. А я пыль, кстати, я походу не могу создать, да? Как-то каким-то способом. Прессовка просто плоской платформой. А, подожди, у меня же есть вроде бы где-то вроде я же вложил, не? Или их потратил? Буду потратил. Ну ладно, чё. Окей, а как пустая делается пресс-форма? Это просто 8 смесей. А у меня такое количество. У меня смесь закончилась вроде, да? Вроде, да, у меня смесь закончилась. Нужно ждать, пока накопает. Ну, либо с помощью дробителя, ну, это понятное дело. Ну да, нужно ждать, пока сейчас накопится эта пылька. Нужно ждать. О, а вот и пыль накопилась. Там уже и 1 осколок появился. Все, теперь по факту что? По центру мы ставим вот этот вот пыль. И у нас, по сути, крафт готов. Мы можем просто нажать правую кнопочку. И смотри, что происходит. Какая красота. Какая красота и как же страшно в эту же очередь. А он долго будет это все делать? О, алхимические отходы. Кстати, у нас появился еще. Так, а ну давай. При близком рассмотрении вы замечаете одно светящееся пятно в отходах. Так, подожди. Светящиеся. Это что значит? Я просто забыл. Обозначает количество аспектов, которые стоят на правильных местах, что по сути обозначает количество правильных совпадений. То есть по сути все в порядке, но планшет почему-то не сделался. Медный. А здесь какой? Медный и свинцовый. И что это может значить? Это типа значит, что ничего у меня не получилось? Или что это может значить? Или мне нужно теперь... Подожди, или реально не с первой попытки наставить? Ну, или может заменить мне надо. То есть просто смотри, тут типа 2 одних, или просто нужно взять какие-то все одинаковые, то есть условно все медные, допустим, поставить. Давай, допустим, все медные поставим. Вот. Давай даже вот идеально поставим. Условно, да? А тут должна каменитовая смесь лежать. Вот здесь 2 алхимичных кирпича. По центру у нас должна стоять пылька. О, даже 2 лично. Давай. Все, по сути у нас все идеально. Бум, все, пошел крафт. Сейчас у нас, по сути, должно все создаться, если я правильно понял. Надеюсь, но крафт идет, типа, все в порядке. Вот, алхимические отходы опять. При близком неразличимых цветов. А это что значит? Если пятен нет вообще, значит ни один аспект в рецепте не видит. Ага, то есть, условно, я, значит, не создал вообще неправильно все. У нас вот опять, подожди, может каменитовая пластинка это? Нет, каменитовая пластинка. Значит, скорее всего, реально нужно какой-то другой аспект использовать. А что я тогда неправильно делаю? Может, как-то мне по-другому создавать это все надо, слышишь? А ну сейчас подожди, я гайд быстренько гляну. Ребята, я все понял. Ой. Вы просто не представляете, насколько здесь все красиво, все аккуратно сделано. Смотри, я только что еще один сделал крафт. Вы замечаете 2 светящихся пятна в отходах. В чем суть? Поняли? Когда у нас делался крафт, у нас почему-то все время оставалась каменитовая пластина. Архаичные кирпичи у нас пропадали. Знаете, что это значит? Это значит, что аспекты привязаны к предмету. Я просто не знаю, как это сейчас объяснить. Условно, смотри. Если поставить медный аспект вот сюда, и мы сделаем крафт, у нас архаичный кирпич пропадет. Если мы поставим, то как я это сделал, свинцовый аспект, у нас
архаичный кирпич не пропадет. То есть это вот то, что у меня как раз и случилось. Он у меня не пропал. А там где он, видишь, у меня вот тут пустой, видишь, пьедестал. Здесь у меня стоял медный аспект, и он пропал. То есть в теории сейчас должно все получиться, только мне нужна еще одна, кстати, еще одна пылька, дай сюда. И мне нужно создать эмбера немножко, а то, по всей видимости, у меня эмбер потихонечку закончился. Давай пробовать, давай смотри. Чикс. Ой, куда, что я сделал, дурак? Я что-то вообще не то сделал, я сюда не поставил пыль. Сейчас, по сути, все должно сделаться. Смотри, мы делаем крафт, и у нас создаются опять алхимический отход. 2 светящихся пятна в отходах. То есть, может, наоборот, мне нужно вот сюда поставить вот так, а вот сюда поставить вот так. И вот сюда кирпичи поставить. То есть, сам факт это просто подобрать правильную комбинацию крафта. Вот что, в чем суть этого мода и в чем суть этого крафта. Нужно создать правильную комбинацию. Так, одно светящееся пятно. Значит, вот здесь, видишь, вот здесь я угадал. Здесь должно стоять медный аспект. Здесь, получается, тоже должен по факту стоять медный аспект, а вот здесь должен стоять свинцовый аспект. И, по сути, сейчас у нас должно, ну, скорее всего, все создастся. Ну, пробуем. Сейчас, по сути, все, потому что здесь мы уже поняли, что здесь должен 100% медный стоять. Здесь тоже медный. Но с теории вот здесь должен 100% стоять свинцовый. И у нас создается опять алхимические отходы. Наконец-то у меня есть ты. Планшет расшифрования. Ух, это было трудно. Я пока понял гайд, я чуть с ума не сошел на самом деле. Блок 6, спасибо. Стой здесь. Прошло очень много времени с момента последнего кадра, и это было просто жопа. Это было просто жесть, это было просто жесть. Так вот, зачем нам нужен этот планшет? У меня есть вот это. Для чего вот это? Да. Мы берем сейчас и запихиваем сюда вот эти вот отходы. И вы можете заметить, то правильно, комбинаторику. То есть вот здесь была комбинация, которую у меня получилось сделать. Ну что? Начнем суть. Вот здесь было по факту 2 правильных. Вот здесь 2, точнее 1 неправильный. Логично? Логично то, что вот это должен быть 100% свинцовый. Далее. Вот здесь было 2 правильных. Правильно? То есть свинцовый 100% здесь должен быть. А здесь тоже 2 правильных есть. То есть в теории вот здесь должен быть свинцовый 100%. Блин, подожди, тут я не понял. И 2 свинцовых вот здесь по факту должны. А здесь что, подожди, свинцов? А как я сделал? Я сделал 2 свинцовых и 1 мед. По центру у меня стоял свинец. Короче, вы поняли, в чем суть. Здесь игра идет на гениально. В прямом смысле этого слова. То есть в теории это нужно просто кропотливо, очень кропотливо набирать. Точнее, как набирать? Не набирать даже, а подбирать правильную комбинацию тех или иных ресурсов. И наконец-то я это делал. Наконец-то я подобрал правильную комбинацию. Вы реально не поверите, что? Я, во-первых, уже пошел в другой мир, это экспериментировал, пробовал, как это делается. Ну, да, чтобы, типа, понять хотя бы как. Ну, а там уже, исходя из логики, все есть. Да, у меня закончились все комментовые пластины, у меня их больше нет, больше ни одной, потому что из этих вот штучек пластины у нас не делаются. А вот никак их не сделать. Только, ну, короче, беда. Но мы сделали это сраный планшет. Естественно, здесь есть вот эта вот штука, так называемый каталитический штепсель, называй. Это тот самый блок, который позволяет улучшить все механизмы в 2 раза. Ускорить, получается, мы его получится, да? А расходует пар, поставленный по трубкам. Он ускоряет работу подключенного механизма в 2 раза. При этом ускорение складывается, если добавить еще степсели, вплоть до 4 штук, после чего добавление работает с убыванием эффективности. Такое обычно происходит, когда штепсели подключены более чем через одно механическое ядро. Но вот в теории мы можем создать это все, но тут нужны уже серебряные аспекты, но это такое себе. Дальше кластер. Здесь нам нужно золототивый аспект, железный аспектус. Да, но они делаются в целом по аналогии, как и те все остальные, если мы в теории. Хотя они не тратятся. Вот что я заметил, они не тратятся. Мы в теории можем, ну что нам для создания кластера? Нам нужен порох, медный, железный и золототивый. Ну да, то есть медный у меня вот здесь лежит уже. То есть нам нужно еще железный и в целом все. Значит, телепортируемся в карьер. Здесь мы вырубаем транспортировку, ведь нам нужен оскол. Ну, вообще, нам нужно их достаточно много, но в целом нам нужно 3. И смотри, вот здесь мы сейчас имеем медь. Мы сейчас это все убираем, закидываем одну штучку вот сюда. И нам нужно сейчас, получается, вот сюда закинуть золототивый слиток. Да, вот сейчас его нам переплавит. И у нас получится целый один новый
золототивый аспект. Но дело в том, что нам его может понадобиться 2. Вот что самое интересное, поэтому я даже на всякий случай, ну даже сколько? Их здесь может понадобиться даже 3. Не, ладно, 2 может понадобиться, окей. Здесь максимум. Сейчас у нас целый один слиток переплавится. Все, у нас в целом все в один вышло. Ну еще нам надо 2 сейчас взять железных, для того, чтобы все было хорошо. Давай, сейчас мы 2 железка подкинем. Чик, и закидываем вот сюда. Сейчас мы еще сделаем 2 золототивых аспекта. И что нам здесь надо? 3 осколка, 1 кристалл, порох. Блин, на самом деле вот здесь будет прям жесть. Потому что у нас беда. Нам нужно еще один создать пьедестал. Нам нужно создать еще один пьедестал, а это беда, потому что пьедесталы, друзья, делаются из еще одного кристалла. А еще один кристалл у меня отсутствует, потому что... ну у меня 5, мне еще условно 1 нужен. Ну, смотри, как книга. Мне нужно еще в теории 1. Здесь у нас мана вырабатывается, а ядро у нас копает. Ну да, нам сейчас нужно немножко подождать, потому что я не держу. Да, сейчас мы сделаем алхимическую друзу. Вот эту вот крутую. Она прям должна в будущем нам очень сильно помочь, потому что дальше идет огненное ядро, которое позволяет нам создавать много чего интересного. Огненный реактор, имбирный инжектор, вулканическая кузница, ну это да, это уже шоп. Металлургический наполнитель? Не, ну подожди, мне к этому рано очень сильно. Нет, тебе не кажется? Мне к этому очень рано, Мне к этому очень рано. Мне к этому очень сильно рано. Подожди. Работа механизмов. Ну, я знаю, как работает. Но нам сейчас самое главное сделать друзу. Даже кристалл есть. Ну вот тебе, пожалуйста, 6 штук. А для чего я хотел? Ну кристалл нам нужен в любом случае для этого. Давай базу. Нам нужно создать еще один пьедестальчик. А зачем я 3 сделал сейчас, дурачок? А ему как-то их раскрафт? Нет? Жалько. Ладно. Ничего страшного. Далее нам нужно еще медный целый блок. Но это как будто вообще не беда. И каминтовые кирпичи. Надеюсь, очень сильно... нет, ну да, все в порядке. Делается в целом довольно просто. Делаем еще один алхимический пьедестал. Берем с собой уже, можно же, один порох. И хотя, на всякий случай, я даже возьму весь порох, который у меня есть. Потому что, поверьте мне, может понадобиться весь. Ну, ставим вот сюда еще один, получается, пьедестал. И смотри, что нам нужно для крафта. 3 осколка. Сейчас самое главное, чтобы добылся у нас еще один кристалл. Ну да, добылся, отлично. Мы сейчас можем сделать кристалл, и нам нужно немножко сейчас еще подождать, чтобы у нас сделался еще 2 осколка. Мы по центру сейчас ставим кристалл, но этот крафт будет жоп. Этот крафт, я уверен, не с первого раза даже получится у нас. Потому что химизатор, эмбер, кузнец, чародей. Ох, ема. Вот, 3, кстати, ровно, спасибо. Значит, смотри, мы сейчас ставим везде вот здесь наши осколки и порох целый 1. Будем молиться сейчас очень сильно пальчиками, то, что у меня сейчас все получится. Значит, смотри, у нас в теории может быть где-то установлено по 2 чего-то и где-то по 1. Вот, все, значит, давай пробовать. Давай пробовать. Возьмем сейчас 2 железных. Допустим, 1 золототивый. И условно, 1 медный поставим. Все, не знаю, посмотрим. И, по сути, запускаем крафт. Сейчас посмотрим. Если у нас получится с первого раза, я буду в полнейшем шоке. Я буду, блять, каком шоке. Вы серьезно? С первого раза? Спасибо. Хорошо, я угадал. Просто в чем прикол? Что для каждого сида в Майнкрафте в этой сборке крафты отличаются. Поэтому то, что вы сейчас посмотрите на мои аспекты, можете даже не повторять с вами, потому что они не сработают. Но у меня получилась друза кристаллизированного эмбера. Мы получаем за это 9 искаженные лифы. Какой. Кстати, она для много чего используется на самом деле. Она используется для сглозовой смеси. Это для слитка сглоза, кстати, который находится для банальной схемы управления. То есть вот эта штука прям очень полезна. Эта схема прям очень полезная. Я ее тратить лучше не буду. Ну окей. Да, теперь у нас дальше ядро дикого огня. Мы можем его создать. Но да, нам нужно сейчас копить очень много вот здесь предметов, потому что... Хотя мы уже можем еще создать. Не, в теории мы сможем создать, потому что у меня же по факту... Хотя, подожди, что я хочу создать? Друзу? Ну да. Я могу, по сути, сейчас еще одну штуку создать, потому что у меня... рецепт по факту правильный. Я могу создать еще сейчас одну, по сути. Ну да, вот, пожалуйста, еще одна друза. Спасибо большое. Да, по сути, я не знаю, правда... Блин, здесь вообще 4. Вот здесь будет прям жопа. Здесь, по сути, 4 в 4 степени. Нет, здесь, по сути, сколько здесь может быть комбинаций? 4 в 4 степени, я так предполагаю, да? Хотя не 4, по-другому считается. Много, короче, комбинаций. По кругу все комбинации. Это много. Очень много комбинаций.
20. Окей, давай ложимся спать. Пока про Эмбер мы сейчас немножко протупим, потому что у меня мозг сейчас просто сварится. Мы, по сути, в авантюре уже можем создать вот это, потому что здесь везде серебряные аспекты, и мы, по сути, уже это можем создать, потому что фокусирующую линзу мы создать можем, а возводимые шестеренки создать тоже можем, неназначенный ключ тем более, посох пепла тем более. Ну, а здесь просто листочки и листья, и все. Ну и здесь нам потребуется какое-то семя. Ну это тоже в целом, коп делается тоже в целом очень просто. Да, поэтому, может где-то здесь может какое-то семя. Во, кристаллическое семя, во. Можно создать какое-то самое базовое, вот, мед условно создать, да? И мы сможем в следующей серии сделать тогда двери в весенний, так скажем, весенний сезон, весенний лес, так называемый весенний данж. Во, я забыл это слово сейчас. Да, мы по сути это сможем сделать в следующей серии. Сейчас давай, знаешь что? Давай тогда это положу пока сюда. Меч у меня, я не знаю откуда. Да, кстати, еще, пока я там разбирался с крафтами, ко мне пришел как его, чародей или как? Я забыл, как его там забыл. Вот, видишь, повыпадало всякого. Выпало из некроманта, вот, точно, выпало из некроманта еще один называемый самоцвет теней. Вот, и давай посмотрим, что у нас вообще в колонии происходит-то. У нас дома стоят, все стоит, у нас все строится, у нас все потихоньку, у нас шахта улучшилась. Смотри, у нас какая теперь шахта крутая. Просмотри. А что случилось? Алмазная кирка тебе... Подожди, алмазная кирка же у кого-то вроде есть. У тебя вроде. А где алмазная кирка? Или тебе реально просто нету алмазной кирки, или ты ее уже потратил? Если он ее уже потратил, мягко говоря. Ну давай сейчас сделаем. Ну на всякий случай, я могу на самом деле много сделать. Я могу штучек вина, сколько? 4 создать. Ну, получается, да, 4. Давай создадим тогда 4 кирки алмазные. Закинем тому 2. И тому. Я, правда, не знаю, работает ли зачарованная кирка. Наверное, это на 5 уровне использует зачарованную. Но пока давай будет использовать он обычную алмазную. Он теперь сможет копать очень много чего и очень где. Ему тоже, кстати, нужна алмаза, я заметил. Хотя он еще не прокачался. Я что сюда пришел? Что у нас там университет? У меня он вообще ничего не изучает, если не ошибаюсь. У меня здесь вообще все потерялось, потому что... Точнее, как все потерялось. У меня все пересталось изучаться, видишь? Все, у меня надо... Что здесь? Уменьшать необходимое стражников. Вот давай вот точность изучим. Нам нужно строить казарму. И строить дома. Нам нужно строить дома, потому что нам не хватает кваль. Знаешь, вот вопрос интересного характера, смотри. Если я сейчас попробую, у меня же есть один самоцвет, правильно? Я могу в теории еще один дом создать. Ну да, я в теории еще могу один дом создать. В целом он делается довольно просто. У меня тем более на это все ресурсы есть. Мне просто стало интересно. Во-первых, где мой инструмент строителя, кстати? Да, я его делал-то сам. Блин, я его куда-то делал в сумки. Давай сейчас создадим домик. И знаешь, что я хочу проверить? Вы не можете разместить здание вне своей колонии. Да, я попробую куда-то сейчас поставить это здание. Желательно где-то здесь, потому что у меня здесь все здания стоят банально. Где у меня прокачивается? У меня этот дом прокачивается вот здесь по факту. С теории вот сюда мы сейчас заходим. Находим дом, резиденс. Вот, дом у нас вот так. Мы его сейчас разворачиваем, отводим на 3 блока, чтобы, вход у нас был, наверное, с вот этой вот стороны, да. Здесь на 3 блока, здесь еще нужно. Все, во. У нас, по сути, не ровненько, но пойдет. Смотри, резиденс 4 уровня. Это же по факту у меня уже 4, или это еще 3? Подожди, это вообще какое здание? Дом, 3. Значит, в теории нам нужно его 3, вот, 3 уровень, да? Ну да. И если я сейчас нажму готово, мне интересно, он построит сразу же 3 уровня дом? Нет, он построит сразу же... Он построит пока просто обычно. Первый получается. Давай строить здание, окей. Пусть строится. У нас будет еще жить. Нам нужно много жителей, потому что у нас в кормлении вообще будет беда. И вот что у вас случилось? Топор тебе нужен. Тебе. А тебе блюдо нужно покачать. Подожди, а что с вами не так? Почему у вас замедление? У них еды нету. Почему? Подожди, почему у них нету еды? Скажи мне быстро. Сейчас же. У меня в коло. Веришь? Быстро, подожди, быстро. Не, так не пойдет. Еда, картофель жарен. На, печеный картофель, в инвентарь. Работай, друг. Напустить болтовню. Вот, все, есть. У тебя есть. Вот. Все, ешь? Все, они едят. У меня вопрос. Во-первых, почему у меня не работает хижин? Ты почему не работаешь? Тебе топор нужен. Меню разнообразнее. Так, окей, тебе нужен топор. Что случилось с пастухом? Почему ты не работаешь?
Просто потому, что у тебя нету овец? Жесть. Блин, вот и называется, я вернулся от колонии буквально на пару дней. Буквально, ну, на чуть-чуть я отвернулся от колонии. Все, колония, ну... Колония погибает. Нету ни топоров, нету ничего. Вообще ничего нету. Спрашивается, почему ты вот у меня спрашиваешь, почему? Я не знаю. Ну, я серьезно, я не знаю. Знал бы я бы тебе ответил. Вот прямо вот сейчас, вот сию секунду, я бы тебе ответил. Я и сам без понятия, почему мои сейчас жители стоят без... Куда железо кинул? Почему мои сейчас колонисты лежат без топоров, без ничего? У меня дерево не добывается, пастухи не работают, картошка сейчас тратится, потому что еды буквально другой никакой нету. У меня вот два курьера, которые стоят сейчас без дела, потому что им нечего доставлять, а им нужно вот топоры доставлять, которые у меня здесь есть. Вот они уже полетели на работу, потому что им нужно доставлять как можно быстрее топоры, для того, чтобы работал пастух, и для того, чтобы работал скотовод, а для того, чтобы, кстати, хорошо работал скотовод, точнее пастух, ему нужна пшеница для того, чтобы он размножал овечек, а у него нету пшеницы, потому что у нас нигде она не растет, потому что у нас было до этого весна. И из-за того, что это все сейчас не происходит, у нас, во-первых, кстати, прокачивается вот сюда, это сюда закинуть надо, вот это тоже желательно вот сюда закинуть надо, вот это тоже желательно сейчас вот сюда закинуть, кстати. А это, извините, это даже не беда нашего скотовода, это беда другая. У нас, смотри, у нас деревья здесь повырастало, ты просто посмотри, ты глянь на это количество деревьев. Сегодня один ребенок вырос. Прекрасно, просто прелестно. Мне нужно, чтобы сейчас каждый лег спать, дабы никто не жаловался на то, что у них все проблемы со сном какие-то, потому что я так предполагаю, счастье нашей колонии упало до 2,7. До 2,7. У нас почему-то летальные исходы очень сильно возросли. А недавно ранен, травмы у нас почему-то выросли. Но у нас все остальное в целом порядок. А учитель у нас... Это же... А чего они все не ложатся спать? Где надпись «Все колонисты уснули»? Кто сейчас не спит? Ну это не рабочий, да. Смотри, все спят, ну, все в порядке. Или типа тех, кто... А, вот они стоят. Это скорее всего потому, что здесь кровати позанимали или нет. Вот теперь, как говорится, с добрым утром колония. Это, кстати, они очень давно не спали. А, я улучшить не смог. Все, счастье у нас должно немножко вырасти, потому что все колонисты поспали, все колонисты сейчас будут работать. Че, не будет ресторана улучшаться, ты что хочешь? Ты тоже не будешь улучшать. Ника работала над хижиной, ты что хочешь? Не будет. Ты что хочешь? Пропустить болтовню, ты что хочешь? Тоже пропустить. Короче, они хотят просто блюда повкуснее. Это все, что я мог сказать. Все, ну это все, что... Картошка у нас сейчас просто вся реально разлетится. Ну, вся, которая у нас успела вырасти за весну, получается. Я даже, ну, понятия не имею, сколько это вообще. Давай просто я хочу посмотреть, сколько это карт у нас есть вообще. Давай, тут 6,5 стаков. Но, блин, это они сожрут буквально за... Я не знаю, за сколько они это сожрут. Надо делать кухню, надо делать 100% кухню для того, чтобы они могли делать для себя более лучшие блюда, так скажем. Надо делать кухню, это вот эта вот штука, для того, чтобы они могли себе построить ее, и там будет работать чувак, который будет готовить. Потому что ресторан с правильного перевода, это просто столовая, это не ресторан. То есть ресторан, ты просто туда приходишь, и чувак делает уже из готового чего-то, что-то, правильно? Вроде доходчиво объяснить. А для того, чтобы у нас сотрудник делал какие-то блюда, для этого что? Кухню мы сейчас как раз построим, надеюсь. И даже интересно, за это квест. Видишь, как за это даже квеста никакого нету, ты серьезно? И ведь и вправду никакого квеста за кухню нет. Прикольчик интересный, ну ладно. Я, правда, даже без понятия, куда ее ставить, но и скорее всего мы поставим куда-то сейчас вот сюда. Ну или даже вот сюда можем куда-то ее втихо. Хотя здесь будут поля, А тут у нас уже... А нет, вот у нас конец колонии. Ну а вот здесь куда-то втыкнем. Че? Фундаменты, агрикультура. А где мне интересно? Вот, кухня. Выглядит она довольно маленькой. Она даже сюда, кстати, помещается. Да, она в целом сюда помещается. Но вот сейчас 3 отсюда. Ну и все. Все в порядке, все сюда помещается. Здесь у нас... А здесь что у нас вообще? Здесь ничего, все в порядке. Вот все хорошо, все нормально. Все, мы можем спокойно здесь построить кухню. Она даже не врезается, она по сути даже у нас увеличит территорию. Все, ставим и строим, да? Да. У нас, кстати, еще наши... Что здесь происходит? Что это там? У нас еще в университете прокачали люди и сделали прорыв в точности. Это сейчас нам 100% надо будет сейчас посмотреть. Исследование, бой, да, вот, точность. Уменьшать необходимое стражникам количество сна на 100%. Ну и давай сразу же насмешку прокачаем. Пусть она у нас прокачивается. У нас построится еще один дом. Это по факту еще плюс 3 жителя, да? Тут у нас дверей нету. Нормально, живем. Главное, что никто не умер. Вот это сам. Хижина прокачивается.
прокачивается, все строится. Актеры работают успешно, прокачиваются. Там у нас тоже все прокачивается по поводу дробильни школьников и прочего, да? Ну, я, по крайней мере, это сидеется, что у нас тут все прокачивается. Ну да, учатся. Хорошо. Хорошо. Все, базару 0 учатся. Пусть, как говорится, учатся и прокачивают свой интеллект. Ну мы еще хотели библиотеку, кстати, сделать на самом деле. Библиотека сделать. И мы еще хотели кладбище сделать. Мы же изучили кладбище. Можно сделать кладбище. Только знаешь, мне вот интересно, куда его пихать. Потому что кладбище это же такое, знаешь, место не там, где будут все. Всегда. И то место там, где люди хотят быть всегда. Поэтому кладбище куда-то закинуть. What the fuck? Это сейчас кто ко мне пришел? А старейшина? Несчастье-то какое! Приношу свои соболезнования. Каждый поселенец, как член семьи. Это правда тяжкое бремя. Если бы только эти чертовы колдуны не принесли беду в наш мир. Ты не знаешь? Многие из тех знахарей, что обуздали подарок великой судьбы, просто-напросто сошли с ума и посчитали праведным провести эксперименты над телами и душами братьев и сестер. Из-за этого появились они, нечисть, вышедшая из земли и прибывшая из той самой стороны. Теперь нет нам покоя мирным жителям. Надеюсь, впредь такие события не будут часто. Позаботься, милок, чтобы у поселенцев была достойная защита, и они ни в чем не нуждались. Вот так вот, значит, сделали кладбище, и скорее всего мы сделаем библиотеку, тоже что-то произойдет. Но у меня нету клеточного верстака, тут уж... Ну ладно, прикольно, спасибо. Нам немножечко рассказали о том, что все хорошо. Так, ты душ прошел. Ты же душ, это был прикол с жителями сейчас или как? Да, нам рассказали немножко о том, что случилось у них, но... Понимаем, знать, понимать. Я хочу прям, знаешь, в самом конце построить кладбище. Прям вот, ну вот, я правда реально не знаю, где это будет. Вот здесь кладбище. Кладбище, оно здоровое на самом. Мы его просто сейчас развернем. Код у нас будет с вот этой стороны. Или с какой стороны? Без понятия. С какой стороны вход в это здание просто? Или вообще вот с какой стороны? Скорее... вот, с вот той стороны. Если их правда нужно с вот этой стороны поставить, просто в ту сторону двигать. Вот, у нас будет впритык сейчас наша ферма. Ну и в ту сторону, точнее, какая ферма, наша колония. Ну и здесь, я думаю, тоже можно впритык поставить. Все, впритык прям, чтобы где-то она здесь на углу стояла, никому не мешала. И пусть себе, как говорится, берет и стоит. Все, строить здание, пусть строится. Когда-то она построится. Когда? Без понятия. Главное, чтобы все остальное построилось сейчас. Что у тебя случилось? Ты до сих пор у нас шахтер, серьезно? Нет, все хорошо. Да, в скором времени у нас стражники появятся. Надеюсь на это. Нам нужно будет построить в скором времени очень много домов. Прям, я бы сказал, очень много, потому что нам для казармы нужно будет рабочие. Сторожевых башен нам нужно будут рабочие. Для стражи, соответственно. Ну и... Не, хотя, казармы мы можем построить, нам этих хватит, мне кажется, людей. Сторожевые башни это уже прям слишком. Вот казарма, да. Казарму нам построить в любом случае надо будет, чтобы и жители успокоились, и работали во благо империи, и все было в порядке. Мне вот интересно, что они здесь сидят все? Они хотят кушать, а кушать-то у них банально нету нечего. Они хотят что-то поразнообразнить. Слышишь ты, скотовод, поразнообразнить. Это сам школьник. Я думаю, то, что оно прокачается, вот все есть, там все делается. Пусть печеный картофель реально. Сейчас он сюда. Ну они все спать идут, приятно. Окей, тогда давай что? Тогда давай мы тоже отправимся спать. Бог с ними, не пойдут не спать. И на этом будем тогда постепенно заканчивать данную серию. Вот такая вот на такой интересной ноте. Люди голодают, все голодают, там все умирают, там все балдеют. Мы сегодня сделали первый крутой ритуал, из-за чего интересно. Со следующей серии начнется еще интереснее, потому что, скорее всего, мы отправимся в весеннее подземелье. Я на это буду сильно надеяться. Вот, так что да. На этом тогда будем постепенно заканчивать. Всем спасибо огромнейшее за просмотр данной серии. Я надеюсь, она вам понравилась. Да, извините, что серия не вышла прошлая, получается, которая должна была выйти. В телеграм-канале все я вам рассказал, что случилось, что как. Вот, все, пока что все. Так что да, подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал, подписываться на соцсети разработчиков, на сборочки. Переходите по ссылочке в описании на сайт Борки, покупайте сборочку, играть я. Ну а мы еще на этом не заканчиваем. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, до скорой встречи, еще услышимся. Пока!